Где, в принципе, труднее зарабатывать, в Германии или в Грузии? В Германии труднее. Есть вот эти комнаты, чтобы пощупать друг друга. Чего? Да, серьезно. Дети могут уединиться. Я могу поехать на природу, вот Да. что мне важно. Остановиться в любом месте, мне ничего не запрещено, в любом месте. Там в любом месте остановиться нельзя. Если человек брызнет сразу же баллончиком в лицо, это тоже нападение. Хотя он защищался, ему ударили в лицо. Абсурд полнейший. Там круто вот в плане того, что ты можешь полежать, поболеть. И он руками туда показывает, а там какаха лежит. Большая. Что значит, если вкратце, да, там для начала, что значит поменять Германию на Грузию, буквально там, если вкратце, для тебя? Более красочная жизнь, живешь так, как ты хочешь, не боишься за своих детей в плане того, что они будут воспитаны правильно, окружение помогает, способствует этому, и, наверное, как-то легче жить. В Германии, я про это могу очень долго говорить. Ну, просто мои стереотипы, да, они представляют, что Германия — это развитая европейская страна, там одна из наиболее богатых, с наиболее развитой там социальной системой, экономической и всем остальным, то есть, а Грузия вроде как представляется не богатой и развивающейся страной, которая как бы красивая, ну, а по факту? Получается, когда ты живешь в Германии, ты начинаешь плеваться вот от всего, что ты там видишь. Ну, тебе это надоедает, потому что там система есть некоторая, которую выстроили просто за сотни лет. И человека вогнали в рамки. Вот по этой системе ты живешь. Потом, когда ты уезжаешь из Германии, например, вот в Грузию, да, до этого было еще много стран, но вот, например, в Грузию приезжаешь, как легко, как светит солнце, какие люди. Идешь куда-то в юстицию сделать какой-то документ, все вот так вот быстро и просто. Это тоже очень важно. Деньги переводятся быстро. Потом ты 5 лет, например, не бываешь в Германии, приезжаешь туда и говоришь: как красиво, ну, там, где я жил, это Бавария, ты в шоке от вот этих ровных дорог, от всего этого шикарного, красивого, но проходит 2 недели, ты опять начинаешь ныть и говорить: я хочу просто уехать из этой тоски. В Зугдиди? Да хоть Зугдиди, конечно. Зугдиди — это небольшой, но значимый город на западе Грузии, административный центр региона Семигрейла Земесванети. Здесь живет примерно 70 тысяч человек. Название города переводится с мигрельского как «Великий холм». Зугдиди расположен всего в 30 километрах от Черного моря и считается воротами горным регионом Сланетии. Основные достопримечательности здесь — это дворец Дадиани, ботанический сад и крепость Рухи. Зугдиди — отправная точка для тех, кто хочет открыть для себя красоту Западной Грузии и ее горных регионов. А еще это место, где можно попробовать одну из самых вкусных региональных кухонь в регионе — хачапури в алжире, мигрельский харчо и эларджи. А где, в принципе, труднее зарабатывать, в Германии или в Грузии? В Германии труднее, потому что там все очень дорого стоит, там нам не доверяют особо, типа, мол, там вот эти вот русские. Эмигранты? Да. Я правильно понимаю, что если ты грузин, но говоришь на русском, то ты тоже русский в Германии? Да. Там все украинцы, а это молдаване. не расизм? Это расизм, конечно. Ну, объективно. Да, я считаю, да. И получается, что там очень сложно стать своим, ну, то есть ты не станешь своим. Многие пытаются выдумывать вот этот, выковеркивать этот, или как это говорить, выговаривать этот немецкий акцент, кто-то баварский акцент пытается. Ну, по нему уже видно, рожа рязанская. Там сложнее, ну, там ограничили людей, получается, в рамки поставили. Либо ты работник, либо ты делаешь бизнес. Чтобы тебе сделать бизнес, тебе нужно сделать 1, 2, 3, 5, 10. И пока ты это сделаешь, тебе нужно 500 000 евро, например. И будешь платить 50%, ну, до 50% налогов. А здесь все очень просто. Я начал, работая в гараже,
И сейчас уже у меня есть большой, ну, вот ангар в аренду, где я работаю со своим сотрудником. Есть разница? Есть. Везде можно договориться, люди понимающие, а там нет. То есть ты сперва 3 года учишься, после 3 лет ты сколько-то, там, пару лет, по-моему, или 3 года ты должен отработать, и потом ты делаешь мастера. Вот. После этого ты имеешь право открыть бизнес. То есть там выучиться, а приехать работать сюда при отсутствии конкуренции, да? Там классное обучение, да, там классное обучение, потому что 3 года тебя муштруют стать автомаляром. То есть передают все свои знания. Люди, которые, ученую степень имеют в этом деле, то есть они в химии разбираются. Я же учил автомаляром быть, то есть эту профессию я учил не правильно шлифовать, да, ну, хотя это тоже, но я еще и химию, и физику учил, всякие вот эти сопутствующие вещи, я лез вглубь. И тебя заставляют это делать, тебя заставляют учить английский, заставляют учить бухгалтерию, политику. Ну, ты там экзамен сдаешь, вот такая вот книжка 1А4, листов 80, ты должен ее сдать. Ну тогда в чем смысл ехать из Германии и жить в Грузию? То есть... Ну, есть очень много причин. Ну, например... Но это не деньги, в общем, да, как бы? Нет, здесь деньги... Нет, там денег больше однозначно, если ты будешь... Ну, как тебе сказать? Здесь их больше, но если ты построишь именно ту же ситуацию, как ты выстраиваешь здесь, то есть большой бизнес, ну как большой, малый, наверное, бизнес. Ты и несколько работников, которые тебе генерируют деньги. Там, конечно, ты больше заработаешь. Это логично. Но здесь, во-первых, проще открыть этот бизнес. И, ну, в принципе, тебе ничего не надо. Просто пошел, открыл, сколько там, 5 минут времени стоит открыть этот бизнес. И, ну, и все как бы сразу же зарабатываешь. Тебе не нужны огромные суммы. То есть, если жизнь начинать, допустим, с нуля, то ее здесь начать проще. Вот, да. И плюс детям здесь лучше. Ну, сейчас мы говорим о деньгах. Мне интереснее зарабатывать здесь и сейчас, скажем, ну, не вкладывая миллионов каких-то или полмиллиона евро, а начинать в гараже. Вот я так и сделал. Ну а как же вот, чтобы сесть после смены в Мерседес и уехать? А в какой-то момент тебе это не становится быть важным. Вот у меня был этот Мерседес. Ну, не новый, но почти новый. У меня всегда были эти Мерседесы. Кредитные, я так понимаю? Да, конечно, есть, конечно. И мебель вся в кредит, и, ну, все в кредит, вся жизнь в кредит. Ну, ты живешь вот в этих рамках, а потом оно тебя съедает, и ты как бы устаешь от этого. От того, что ты должен постоянно? Да. Я бы не хотел, чтобы моя жена работала, я бы хотел, чтобы она занималась детьми, воспитывала их правильно, давала им правильные ценности. Ну, не хотя такие, бы не на которые кассе, да. навязывают там. Понимаешь? Там сделали систему так. Ты, мужик, зарабатываешь мало, поэтому твоя жена должна пойти тоже на работу, чтобы вы как-то вывозили всю эту систему. А здесь ты можешь зарабатывать так, чтобы жена не работала? Конечно. Так, ну то есть мы уперлись в то, что здесь ты можешь по-другому устроить свою жизнь. Да. Там не то, чтобы нет микроклимата, там нету будущего для детей в плане того, что там пропаганда радужная. И сейчас очень много приезжих из Афганистана, которые доставляют большие проблемы, насилуют, убивают, и там можно продолжать этот список дальше. Вот в плане безопасности в Грузии безопаснее, чем в Германии? Да, Грузия очень безопасная страна, просто супер, очень безопасная. Просто там они оборзели в плане того, что они приехали и начинают как-то наглеть, потому что немцам ничего нельзя делать. То есть, если немцы знают, что они зарегулированы, а эти приехали не знают, получается. Да. Получается, если немец кого-то ударит, то его посадят. Да. Там, в принципе, самозащита запрещена. Если его будут бить, то есть ему один раз по лицу дадут, и вот в тот же момент он сразу же не ударит, то есть когда вот так вот, да, то это считается не самооборона. То есть нанесли удар, и сразу же ответ, то это уже не самооборона, а нападение. Если человек брызнет сразу же баллончиком в лицо, это тоже нападение. Хотя он защищался, ему ударили в лицо. Абсурд полнейший. И там человек сам себя защитить не может никак. И вот так сделали правило, что всех вот этих вот
арабов, которые приехали туда из Афганистана, или кто они, ну, афганцы, да, скажем так, они ходят с ножами, они режут людей натурально, и полицейских, и обычных людей, просто по горлу режут, просто вот на улице подходят, рандомно 3 человека, бам-бам, зарезали. Для чего это? Ну, их не сажают. Ни одного еще не посадили. Слушай, ну по рейтингу безопасности Германия находится вроде как на 13-м месте в мире по уровню безопасности. Правда Это уже неправда, 100%. Я не знаю, насколько точна эта информация и когда она была. Может быть, лет 5-7 назад. Сейчас там очень опасно выйти на улицу. Не, я тут столкнулся с такими исследованиями, что вот то, что я тебе говорю, 13 место Германия, 100-я Грузия, это исследование Сиднейского университета. А есть децентрализованный сайт Numbeo, где люди публикуют просто свои ощущения от пребывания в той или иной стране. Там есть опросники. Так вот, по децентрализованной системе, где каждый заполняет, и она ни в чью пользу не заинтересована, у Грузии 20-е, а у Германии 98-е. Ну да. Вот. А по исследованиям почему-то университета специализированного, Германия на 12-м по уровню безопасности, а Грузия на 100-м. Да. Ну, я считаю Грузию, наверное, даже безопаснее Австрии. Почему? Почему? Как получился Зугдиди? Почему? Зугдиди получился очень просто. Мы переехали сюда на полгода, а оказалось вот уже 2,5. Ну, вот ближайший город был, ну, не считая Батуми, просто у нас отсюда родственники, и мы думали, какую-то поддержку получим. Вот, и это как-то проще было. Вот переехали именно в Зугдиди. И, ну, если описать Зугдиди 3-4 словами, то что это за город-то такой? Я с уверенностью скажу, Зугдиди скучный город, Так. чистый, красивый. Может, он этим и хорош, что он скучный? Наверное, нет никаких пробок. Ага. Зеленый, въезжаешь и охреневаешь от видов. И просто вот представь себе, ты едешь, заезжаешь со стороны Тбилиси, у тебя зеленая аллея, чистая дорога, без каких-то ям, дыр, там сзади какие-то горы красивые, огромные. Наверное, это Кавказский хребет. Очень красиво. Мне вот здесь вот... И очень важно то, что за 5 минут в любую локацию какую-нибудь там ты можешь доехать, и за 10 минут ты оказываешься на природе, ну, в дикой природе, там можно отдохнуть. А в Германии так нельзя? А в Германии нет такой природы, где можно отдохнуть. Поясни, Но пожалуйста. она вся частная, и ты, ну, на частную территорию не можешь зайти, это первое. Второе, если, например, ты на государственную речку придешь, ты не можешь там пожарить тот же какой-то шашлык. Вот. Ну, ты можешь сделать пикник, это не запрещено, но вот так вот, как бы по-нашему погулять там с друзьями, шашлыки пожарить, костер, палатки, это запрещено. Какие отношения у тебя выстраивались с людьми там, да, и какие выстраиваются здесь? То есть... Товарищи, да, что здесь обрел как минимум товарища, а там не получается с людьми дружить, вот чисто по интересам и все. Ну, там можно в магазине там с кем-то познакомиться, посмеяться, там, я не знаю. Ой, люди очень доброжелательные, но если это небольшой город, вот где я жил, в Верхней Баварии, Так. будь то человек, приехавший из Африки, будь то азиат, будь то немец, ну вот small talk, как говорится, я не знаю, как это по-русски, да? Ну, разговор ни о чем. Да, типа, здорово, да, какие апельсины зеленые, да, там, или вот что-то такое. Спокойно люди на это реагируют, но дальше оно не пойдет никогда. И где-то там с кем-то задружиться у тебя не получится. То есть, если ты в фитнес-клубе, почему я говорю в фитнес-клубе? Потому что я там ходил в фитнес-клуб, занимался спортом, и дальше этого никогда не ходило. Мы очень прям, ну, такие общительные были после каждого подхода, да, общались. Но когда мы виделись на улице, привет, пока, вот и все. С теми же русскоязычными немцами. В Германии не получилось мне найти ни одного друга-товарища. То есть это, как говорится, вот такое клише small talk, как всегда. И можно где-то вот по интересам дружить, какой-то там фитнес-клуб, там где-то пару слов перекинулся. Может быть, еще где-то.
Но прям вот друг, который тебе без звонка или по звонку, или в дверь постучиться поможет, или ты ему должен помогать, там нет, нет такого, не получится. Может быть, немцы друг с другом дружат, но они тоже дружат там где-то в баре, например. Здесь, наоборот, я обрел кучу друзей, товарищей. И, в принципе, это не знакомые, а прям, как минимум, товарищи. Вот так вот. То есть, И, говорят, а что... есть время сломаться, то есть на то, чтобы поломаться и полежать поломанным? Есть, конечно. В такой ситуации, когда Там кредит. круто вот в плане того, что ты можешь полежать, поболеть. Я, знаешь как, у меня было выгорание, я полгода болел, Так, и мне оплачивали это все. прекрасно. То Вот есть, и всё, да. там сильная социалка получается, да? Сильная, да. Вот это вот круто, они молодцы. У них почта раньше работала классно, у них поезда, автобусы ездили четко, а сейчас нет. Сейчас Ну, а они- вот здесь сейчас, в Зугдиде живят, то есть медицинские услуги, допустим, которые ты получаешь, они сильно по качеству отличаются от Германии? Они очень плохие здесь. Да? То есть здесь я могу прийти к врачу, он выделит мне время, реально, 10-20 минут. Надо будет и 30, хорошие люди. Но не все врачи так хорошо специализированы, не имеют такую, как же это называется, диагностический опыт, что ли. Были у меня серьезные проблемы с иммунитетом, мне пришлось ехать в Австрию, чтобы вылечиться. И вот кто-то там по книжкам сидит, смотрит. Достает книжку, сидит, смотрит. Вот было такое у меня. Не могли вылечить. Вообще здесь местные жалуются на врачей. Едут либо в Кутаиси, либо в Батуми, в Тбилиси, в какой-то другой город, в общем. Даже, вот страховка, допустим, про которую мы говорим, сколько стоит медицинская страховка в Германии? Я сейчас точно не скажу, но где-то варьируется от 250 евро и выше, если ты молодой. В месяц. Это на сколько? В месяц? Вот, например, у меня есть своя ИП, я зарабатываю, грубо говоря, там 15 тысяч делаю оборот в месяц, и 7 из них мне остается. Вот. Что я плачу? Я плачу налоги, разные страховки, медицинская страховка. Вот как раз, если вот сейчас учесть, мне 43 года, может быть 400 евро она будет стоить. Вот, в месяц. А в Грузии также она в год стоит 1000 лари. Это самая дорогая. А базовая 400. Там, вот мы платим... Но мы уже говорили, что что? качество медицинского обслуживания там принципиально выше. Там принципиально выше, но не в Германии. Потому что нужно учесть, что мы жили на границе с Австрией, в городе Зальцбург. И там офигенная медицина. Там есть университетская клиника, мы обращались всегда туда. А сами немецкие врачи, во-первых, попади к ним, можно 3 месяца ждать. Ну можно вот здесь, месяц. допустим, я записываюсь так, что я заказываю себе звонок, мне звонит после 5 вечера мой лечащий врач, и на следующий день там он меня записывает. Нет такого там. Смотри, вот мой папа живет 23, что ли, года в Германии. У него случился на работе ушиб ноги. Ему выплатили 100 евро комиссию, или как это называется, что вот... Возмещение ущерба? Возмещение ущерба. Потрясающе. Да. На что хватает 100 евро? Да ничего, один раз в магазин с одним пакетом, с 2 пакетами выйти. Он сидел долго на больничном, конечно, 6 недель, но вот он попал, например, в травмпункт, потом нужно было идти к врачу, который вот именно травмами занимается. У этого врача была очередь 2 недели. Он пришел к этому врачу через 2 недели, то есть он мучился, сидел, с какими-то повязками. Потом этот врач его посмотрел, сказал: идите на МРТ. Очередь на МРТ 2 недели. Вот, прошел уже месяц. Спустя месяц, МРТ не сразу дали, спустя несколько дней, опять же. Там не проще самому выздороветь тогда уже? Вот проще, да. Вот люди в основном получают ибупрофен, если больные. Вот пейте ибупрофен, больше гуляйте, пейте воду. Вот как-то так всегда. Там ты, получается, отдаешь своих детей в школу, в садик, где им вдалбливают в голову радужную тематику, которую я не поддерживаю, а здесь ее нет. Здесь есть семейные ценности,
которые были у нас всегда, и мне они нравятся. Вот я это точно скажу. Возможно, это будет непопулярное мнение в Может Европе. быть. Нет, многие люди тоже не поддерживают эту тему, потому что в садах там творится что попало. Есть вот эти комнаты, чтобы пощупать друг друга. Чё? Да, да, серьезно. Дети могут уединиться в некоторых садах. Не везде, это массово так и не получилось им ввести. Потом есть садик именно для геев и лесбиянок. То есть родители вот такие, они отдают своих детей туда, наверное, приемных, я не знаю. Я не лезу в это, у меня в голове не укладывается. В этом садике... А насколько это давно там? Я просто ничего об Это этом... уже, может быть, года 3 существует. Вот этот садик в Берлине или под Берлином. Ну, даже есть сайт такой, можете погуглить. Садик для геев и лесбиянок в Берлине. И там очень много детей, под 200 Подожди, человек. а дети у геев и лесбиянок берутся откуда? Может быть, они переквалифицировались, они могут усыновлять. Ну искусственное оплодотворение. Да, в принципе, это да. тоже можно. Так, а еще вот я вот у тебя в ТикТоке, помню, попалась такая какая-то история про то, что немцы там, кто-то накакал соседу. Да, было такое. Что это? Но мы жили в одном доме, и у меня был македонец, один товарищ, он Так. жил ниже этажом. В один момент он просто кричит в подъезде. Я выбегаю, думаю, может, помощь нужна. Выбежал, смотрю, он возле коляски, и на коляске он руками туда показывает, а там какаха лежит, большая. И я спросил, он говорит, кто-то наложил сюда. Я говорю, а что было до этого? Он говорит, кто-то просил убрать коляску с лестничной площадки. Чтобы ты понимал, у нас у всех там стандартные квартиры в этом доме были и узкие коридоры. То есть, если ты поставишь коляску, то ты уже не пройдешь. Тебе вот так боком надо будет проходить. А тут еще дверь в туалет, в ванну. Это не очень удобно, плюс грязные колеса. Если у тебя маленький ребенок, он ползает, он будет эти колеса облизывать. Кому это надо? И вот все ставили, и мы ставили в коридоре. А немцы, именно немцы коренные, они тебе не подойдут, в глаза не скажут, они вот будут такие вот подклады делать. Либо подклады записки. наваливать прям. Говно человеческое положили в коляску. Прикинь. Но это абсурд для Германии. Дичь. Нет, никто- или это какой-то из ряда вон выходящий случай, или прям... Нет, они любят, они это делают. именно, В да. смысле любят А и у делают? меня, они как бы предупреждение такое делают. Я Эти предупреждения. Я ездил на кемпинг в Италию, это вот как типа на даче мы Так. там 3 часа, и ты в Италии на пляже. Ага. В кемпинге отдыхаешь, мы молодые были, нам по 25, по 27 лет, алкоголь, музыка, гуляем, а немцы, они любят в 10 часов ложиться спать, и тем более, если они в возрасте, там, 40, 50 лет, 60, и они в 6 утра просыпаются. А тут, соответственно, какие-то дебилы орут там до 3 часов, бухают, веселятся. Им весело, их тоже можно понять. Они в отпуске приехали погулять, повеселиться. Почему бы и нет? Тем более молодежь. Если ты хочешь какого-то отдыха, езжай в 5-звездочный, 4-звездочный люксовый отель, там будет и тишина, и все, что тебе надо. А ты приехал на кемпинг. На кемпинге, в принципе, все отжигают. И утром выхожу я из палатки, и у меня лежит тоже такая же какахина, сюрприз такой. Вот так вот они. Я посмотрел на них, я понял, что это они, и они То так есть типа... это как бы по-европейски? По-немецки, я думаю. Немецкий? Не пойдешь же с ними... плеча, да? Да, ты же не пойдешь с ними разбираться как-то... Анализы проводить чей, да? Драться, я не знаю, не будешь же это делать. Но с другой стороны и навалить тоже, знаешь, как бы не каждый додумается. Вот они так делают. Прикольно. Сколько стоит жить в Зугдиде? В Зугдиде, мне кажется, дороже жить, чем в Батуми. Но не дороже, чем в Тбилиси. Мы сравнивали цены. Конечно, какие-то овощи, огурцы, помидоры, они здесь явно дешевле. Но когда у тебя выбор, то, и конкуренция, то продукты питания ты можешь, наверное, дешевле купить в Батуми, например. Мы сравнивали. А те же помидоры, которые мы здесь летом, например, берем за 2 лари, такие крутые, там какие-то мясистые. Я просто обожаю помидоры.
Там они, Это по-моему... простительно, да, они Да. без пластикового вкуса, поэтому... Вот именно. Они там, по-моему, 6 стоили. Вот, в Батуми. Ну, такие прям крутые. Но арендовать квартиру. Арендовать, я не знаю, где какие цены, но точно знаю, что у нас здесь, где вот мы снимаем, 1500 лари. Там 2 спальни у нас. И А метров сколько такая квартира? метров 80 и терраса еще огромная. 1500 лари, это сколько сейчас? 500, 550 долларов, 550 наверное. долларов, да. Ну, плюс мы еще коммуналку, электричество, Ну, газ. наверное, примерно как в Батуми, чуть подешевле. В Батуми, наверное, Да. 800 где-то это будет Да. все-таки стоить, не 550. Ну, вот я... Но ты же в Грузии зарабатываешь по факту меньше валового, чем ты зарабатываешь в Германии. То есть мы говорим сейчас Больше, вот про больше. рабочую профессию. Больше? Больше, конечно. Почему? Ну, потому что там бы я был работником, Так. не имея 500 000 евро. А здесь я предприниматель, владелец бизнеса. Я не работаю в одно лицо, я работаю с сотрудником. И в планах у меня работать, ну, грубо говоря, 5-7. А ты не мог там стать собственником бизнеса, не имея определенные деньги на что? На лицензии или на что? На аренду, Так. на покупку, на аренду или на покупку помещения, на покупку оборудования, такое как камера, стапель или робот его еще называют. Ну, много чего нужно купить. И это стоит больших денег. И аренда помещения там стоит просто конских денег. Поэтому... Ну, для сравнения, допустим, сколько стоит аренда там и сколько, допустим, стоит такая же мастерская в Зугдиде. Можно не прям конкретно твой пример, но порядок цифр. Ну, грубо говоря, если я здесь сниму 400 квадратных метров в Батуми, то мне обойдется 1700 евро в Так. месяц. Там за 1700 евро я не сниму 400. Я за 1700 сниму 100 максимум. А на 100 квадратах я не смогу работать. Я туда поставлю всего лишь 2 машины. А 2 машины это всего лишь для одного сотрудника. И то одному сотруднику лучше, если хороший сотрудник, он работает на 3 машинах. И куда-то еще надо ставить камеру Но покрасочную. тебе же там и платить будут в разы больше. То есть затратная часть выше, но там же и доходная, я так понимаю, часть выше. Ну, у меня не такие уж и низкие цены. Я беру $200 за деталь, а там деталь стоит, ну, 300-400, например. Здесь, когда работаешь на себя, вот эта вот страна, она позволяет работать на себя, и это круто. И вот можно стартануть, вот как все известные люди стартовали в гараже. Я также здесь и сделал. В Германии тебе это не дадут сделать. То есть ты можешь полировать, тебе это разрешат, ты можешь шлифовать, но красить ты в гараже уже не имеешь права. Не из-за того, что это воняет и загрязняет среду, а из-за того, что У тебя документов нет. ну, нет, у тебя должна быть камера. Есть некие рамки, в которые тебя вгоняют. Вот они создали такие правила. Должна быть камера покрасочная, должен быть мастер. И тогда ты можешь там производить покрасочные работы. По-другому нет. В чем особенности жизни здесь, в маленьком городе? Очень легко жить. В плане того, что не тратишь время на поездки, на дороги. Все. Ну, очень легко. Легко зарабатывать начать. Легко начать зарабатывать. У некоторых даже образования нет, но вот они умеют, они просто идут и делают. Если ты потом накосячишь перед своими клиентами, ну, это твои проблемы. Ты просто потом не получишь этого клиента. И про тебя будут говорить плохо. А в Германии нужно кучу бумаг, в принципе, что я и сделал, чтобы стать профессионалом, и открыть. Ну, потом кучу денег надо. Но тут не кажется можно ли тебе, что по-простому. вот это как раз-таки то, что излишняя зарегулированность Германии, она и позволила тебе добиться определенного уровня профессионализма, который здесь, скажем так, более чем конкурентен, назовем это так? В обучении, да. А в остальном там только гемор. А каким-то образом тебя там ограничивают в плане контроля со стороны государства? А в плане чего именно? Там везде ограничивают тебя. Там просто страна правил. Я думаю, что правила придумала Германия. В принципе, и немцы так шутят. Слово правило ты имеешь в виду? Да, само понятие
Потому что правило, ничего нельзя. Вот эти вот бутылки вечные, как бомж, ты их должен хранить дома, разделять мусор. Ну, многие люди считают, что разделение мусора спасает планету от этого мусора. Я так не считаю. Потому что никто не углубляется в эту тему. Когда ты разбираешь мусор, у тебя 25 коробок, ну, утрированно, с этим мусором дома целую неделю, потом ты это все выносишь в определенный день, в определенных пакетах, и это все увозят. Но увозит компания, которая ворочит сотнями миллионов евро, у которых есть сотрудники, которым ты просто облегчаешь жизнь, чтобы они меньше возились с этим мусором твоим. Вот. А куда-то они его продают. Ну, скорее всего, в Африку, я вот слышал. Ну, они делают миллионы на этом, может, миллиарды, я не знаю. Вот. Просто часть труда они перекладывают на твои плечи за счет того, что Вот ты его должен именно. сортировать. И ты обязан это делать. Ну, я, конечно, это не делал никогда. Я пытался быть хорошим гражданином, но я это потом забросил. И, А сколько лет подряд ты пытался быть хорошим гражданином? может, год. Нет, Ну, а в общей сложности ты прожил там в Германии сколько? В общей сложности 14 лет. Я могу поехать на природу, вот Да. что мне важно. Остановиться в любом месте, мне ничего не запрещено, в любом месте. Там в любом месте остановиться нельзя. Подъедет полиция, обязательно кто-нибудь настучит. Просто на машине остановился, все, ты уже нарушил закон. Нельзя. То Даже есть на стоять автобане. нельзя на машине? Нельзя. Только в определенных местах, отведенных для этого. Если я здесь остановлюсь на автобане, проедет полиция мимо, они мне ничего не скажут. Если я их не позову, помогите. Там нельзя просто так останавливаться. Один раз, извините меня за выражение, я остановился в туалет, потому что туалетов не было. Я проморгал туалет, который был, ну, который можно было остановиться, но бывает так. И сразу же подъехала полиция. Выписала что? штраф. Сколько? Я не помню уже. Может, 80 евро, что-то такое. В тему сразу. Пойдешь за грибами, например, или по лесу гулять. Вот ты фотограф, например, ходишь по лесу. Сходить по-маленькому. Сколько ты думаешь? Сколько? 400 евро. Серьезно? Да. Я по большому тогда спрашивать не буду. Мне Я кажется, не я знаю. банкрочусь на по-маленькому. Да. Вот так вот. Ну, все нельзя. Ничего не можно. А система донесения на ближнего... Это прям приветствуется. Это не Ну, считается насколько это зазорным. хорошо? Подожди, ну вот смотри, в Грузии, допустим, стыдно, в принципе, жаловаться, да? Да. И это тоже, наверное, где-то есть такая крайность, что они будут терпеть до последнего, прям вот уже пока совсем трэш не пройдет. Да. В Германии, я так понимаю, в обратную сторону перегиб, да? Ну, там всегда есть какая-то бабка в окне, Так. которая настучит. Соседи, они не будут тебе говорить в лицо, ну, будут либо писать записки, либо подкладывать вот эти вот какахи, либо сразу пойдут, напишут заявление в полицию, а потом тебе придет, ну, не штраф, а типа вот на вас подали заявление, уведомление какое-то. Но там слишком это все развито. Мне не нравится. Ничего нельзя. Вот я вот, например, проехал на желтый, за мной ехал человек, я не знаю, там 10 поворотов, пока я не остановился, и он потом подошел ко мне и начал мне высказывать, почему я проехал на желтый, когда надо было остановиться. Подожди, там развито высказывание от незнакомых граждан Есть, да. гимна? Но есть такие, которые лезут в каждую бочку. Не, в Грузии просто, если ты как бы это сделаешь, то ты сам нарываешься. Ну да, вот он и нарвался, я ему стекло чуть не разбил. Так, и... Я тогда был весь на тестостероне такой, и, ну, агрессивный. Мне было 30 лет, тогда еще это очень давно было. И я сагрессивничал, сагрессировал. Ну, ты имеешь в виду, что это более-менее рядовая ситуация, что тебе кто-то посторонний может что-то высказывать? Постоянно все лезут не в свое дело и высказывают. постоянно. Мне такое не нравится, честно тебе скажу. Мне тоже. Вот когда ты живешь в Германии, Расскажи свой нелюбимый день в Германии. это Я просил. воскресенье. Так, почему? Я тебе сразу написал, что воскресенье это нелюбимый день. Ну да, то есть, собственно, воскресенье это что? Воскресенье в Германии. Ну вот подрезюмирую то, что в воскресенье, если куда-то идешь, то ты идешь на заправку, если тебе нужны
какие-то табачные, алкогольные изделия, потому что продуктов ты ни в одном магазине не купишь, там все закрыто. Может быть, есть какие-то прогрессивные земли в Германии, я про них не слышал, но вот я жил в Баварии, все продуктовые магазины закрыты. Это, во-первых, если ты хочешь как-то провести время, можешь пойти в кинотеатр, ну, это опять же ехать куда-то минут 10-15 надо, но это нормально. И в какую-то игровую комнату для детей можно съездить. Будет большая компания там, и стоить это будет минимум 15 евро на одного ребенка. В принципе, кино тоже где-то 17-20 евро будет стоить. Ну, может быть, где-то 13, но вряд ли. И все там, ну вот именно вот скукота в Германии в воскресенье начинается, и мне до сих пор не нравится воскресенье. Самый нелюбимый день. Почему воскресенье? Потому что вот этот весь день прошел тоже, как бы я устал, суббота. В воскресенье я утром просыпаюсь, выглядываю в окно, а там как Припять. И что это значит? Там люди все дома сидят в воскресенье. Никто никуда не выходит, никто пешком не ходит. Но если это большой город, он всегда живет. А если ты живешь в городе 30-40 тысяч населения, Ну, как Зугдиди, как вот здесь, Зугдиди, по-моему, да, 70, ты людей там можешь, в принципе, не увидеть. Я шел пешком куда-нибудь минут 20 и мог не увидеть ни одного человека. Это угнетает, ты имеешь в виду? Очень угнетает. И прикинь, у тебя нет солнца, вот серая погода, еще моросит дождь, грубо говоря, 2 месяца подряд. Ты идешь такой, и никого нет, и доходишь до магазина, там люди припарковались, там они есть, а вот по улицам никто не ходит. Намного больше. Ну, тогда подрезюмируем. То есть получается, что из того, что я услышал, да, то есть Грузия хороша для быстрого старта, да, Да, как бы для начала с нуля, а Германия хороша для... Очень верно. Я бы даже сказал не Германия, поскольку я жил на границе с Австрией. Если бы я вот сейчас как-то вот стал богатым, было бы у меня 1200-300 евро, я бы поехал жить в Австрию и открыл бы там свое предприятие. А Германию я, в страшном сне только бы вернулся. И То есть всё. там нет климата, нет микроклимата для жизни. Там Почему-то же там живет множество людей. они не могут, многие не могут оттуда выбраться. Многие только говорят, вот опять завтра на работу. Ну, вот опять завтра на работу в любой стране, правильно? Ну да. Если ты работаешь на предприятии. Если ты работаешь на себя, ты работаешь 7 дней в неделю. Многие этого не понимают. Никто ничего не хочет менять, только жалуются. У всех такие проблемные лица, у многих. Ну, кто-то довольный, конечно. Получилось довольно интересное интервью. Большое спасибо за интервью. Да не за что. Встретимся на море.